Всем привет! Вас ждет очередной влог из Аргентины, и в этот раз мы будем очень много гулять по городу. Заглянем в достаточно популярный парк Сантанарио, прогуляемся по улочкам Пуэрто-Мадейро, ну и, конечно, будет много нашей жизни. Хочется начать с чего-то домашнего, такой вот у меня завтрак. Пока малышка там шуршит, покажу вам кофе, который мы взяли. Помололи и взяли, собственно, кофе в нашей любимой кофейне, которая здесь рядышком, это Круз. Хотим попробовать как раз бразильский вот такой вот кофе. И взяли еще вот эту пачку. Чаще всего мы, кстати говоря, пьем все-таки бразильский, как бы мы уточнили как раз в кофейне. Они нам обычно варят бразильский. Вот. Но мы решили взять еще вот эту пачку, тоже посмотрим, попробуем, что будет из себя представлять. Вот, надеюсь, что вкусно. По стоимости вот такие две пачки обошлись нам в 2800 рублей. Ну, а я, собственно, собралась, и сейчас мы пойдем на прогулку вместе с Эми как раз, потому что спит она у нас лучше обычно где-нибудь на улице, а нам уже пора давно поспать. Вот я ее как раз укутала, она пока что шуршит, но стоит нам выйти на улицу, я думаю, что она уснет. А так я хочу поехать в парк Сантанарио, он достаточно такой большой, плюс до него пока тоже идешь, можно прогуляться. Вот, и сегодня будний день, как раз там должно быть гораздо меньше людей, так что тоже очень большой плюс. Ну, а я неторопливо иду в сторону парка, малышка пока что смотрит как раз в небо, отдыхает. Мне очень нравится наш район за то, что здесь можно встретить очень много вот таких вот милых, аккуратных домиков. Мы наконец-то уснули, обычно мы на самом деле быстрее засыпаем. Вот, а сегодня почему-то долго засыпали, уже почти дошли до парка, и вот только сейчас она, наверное, уже буквально вырубилась, потому что всю дорогу она смотрела по сторонам, небо рассматривала, вот, и поэтому уснули только сейчас. Удивительно. Что мы дошли до парка. Сейчас как раз пойдем его прогуляемся. Вот с этого входа я, кстати, ни разу не сходила, так что будет впервые зайду с этого входа, посмотрим, что у нас здесь. Вот, дорожка здесь такая каменистая, не очень удобно, конечно, с коляской, но в целом доберусь сейчас как раз до нормальной дорожки и пойду, наверное, по кругу пройдусь. Так, на улице достаточно хорошо, сегодня тепло, вот поэтому гулять в удовольствие. Тут все здесь как раз попугайчики. Он один даже водичку пьет, очень миленькие такие. Так и непривычно видеть их осенью где-то, такие ярко-зеленые, на фоне листьев, очень непривычно. Они еще очень громкие. Он тоже на дереве где-то тусует. Вообще мы обычно с этой стороны как раз выходим. Заходим как раз обычно с каких-то других сторон, когда идем сюда. Достаточно зелено еще. Хотя вот уже скоро зима будет. В парке, конечно, все очень всегда аккуратно подстрижено, очень симпатично. Там, кстати, виднеются гуси очередные. Ой, у них там прям целый островок, как там много, обалдеть. Я обычно меньшее количество видела, здесь сегодня их очень-очень много. Работает фонтан в очередной раз. Кстати говоря, сегодня прям вот очень-очень много голубей. Их еще здесь подкармливают. Вот, и сегодня прям вот как будто здесь собрались все птицы. Нам на днях буквально исполнилось 5 месяцев. 5 месяцев это уже почти полгода, обалдеть. Вот, с каждым месяцем, конечно, появляются какие-то у нее новые свои фишки. Очень интересно за этим наблюдать. Но, наверное, сейчас самое тяжелое время, потому что если раньше я думала, что я не высыпаю, что я как-то, что тяжело у нас со сном, вот, то сейчас гораздо хуже, потому что она с 3, наверное, ночи просыпается через каждый час буквально. И приходится как раз ее, и кормить, укладывать как-то. И это, конечно, тяжело. Очень здорово выручает муж, потому что он сменяет меня как раз где-то в 9 утра, и я могу хоть немножко поспать. А так, вот это вот ночной сон, конечно, у нас просто кошмар. Я так понимаю, что это тоже распространено как бы достаточно, потому что, насколько, как мне объяснил врач, что это зубы у нас, поэтому она так беспокойно спит. Плюс я еще почитала, что у них меняется сон, что он становится как бы ближе к взрослому, да, нормальному сну, вот поэтому они как бы так сложно у них он как раз выстраивается, и как бы поэтому сон такой беспокойный получается. Сладенько спим. Поэтому я всегда очень радуюсь нашим прогулкам на улице, потому что здесь мы хотя бы реально спим и можем поспать много часов. Если я с ней прям гуляю, и потом еще прихожу домой и открываю проветрить, то у нас есть спокойно где-то, наверное, 3 часа дневного сна. Я его не разбиваю обычно, потому что уложить ее дома хотя бы даже на 15 минут днем бывает очень тяжело. Вот проще пойти погулять
и, ну, как бы спокойно как раз, чтобы она поспала. Так, если она перевернулась первый раз в 3 месяца, то она немножко так дурила, да, наверное, ну, буквально недели 2, как она спокойно уже крутится, переворачивается, ну, вовсю, потому что раньше, вот с 3 месяцев она ленилась какое-то время, вот, либо не у меня на глазах переворачивалась, мне каждый раз приходилось как-то подлавливать. Я пыталась подловить ее каждый раз, чтобы что-то заснять, вот, но мне это совершенно не удавалось. Каждый раз я куда-нибудь, допустим, отходила, и только тогда она перевернулась. Если я прихожу, она уже перевернулась на живот. Вот, а так, что у меня прямо на глазах, это буквально, наверное, было несколько раз. И прям живьем это все увидеть, весь процесс не удавалось. Но сейчас она спокойно как раз переворачивается, потому что ей уже гораздо интереснее ползать на животе, рассматривать как раз игрушки. Тоже, опять же таки, у нее сначала не было какого-то прям яркого интереса к игрушкам. Сейчас он уже такой достаточно сильный, то есть у нее есть какие-то любимые игрушки. Она стремится, да, пытается как раз ползти. Она сейчас немножко ползает, но не так как бы, да, резво. То есть она ползает прям вот по чуть-чуть, потихоньку, вот, но ей это удается, то есть прям вот по коврику в одну и в другую сторону как бы крутится, вот все в этом смысле она хорошо перемещается. Еще мне кажется, что она прибавила в весе, узнаем уже, наверное, на следующей неделе, потому что пойдем к врачу как раз, но выглядит она значительно пухлее, мне кажется, такая булочка-булочка. Любимая игрушка у нее все еще сохраняется шурханка, есть немножко конкурентов в виде погремушки и просто обычной самой книжки. Удивительно, да? Вообще, в принципе, у нее, походу, какая-то любовь к книжкам. Может быть, из-за того, что когда я была беременна, я постоянно слушала Литрес, ну, как бы, книжки какие-то, ну, и читала тоже очень много. Вот сейчас, конечно, этого не удается, мне не хватает чтения. Я с собой привезла сюда несколько книг, но пока не прочитала вообще ни одну. Руки совершенно не доходят, потому что все, как бы, время уходит на нее, очень требовательно порой бывает. Ну и в целом я вообще не понимаю, как мамы все успевают у маленьких детей, потому что, мне кажется, совершенно нереально как-то выкроить какое-то время. Вот, напишите, как удается вам, как вы с этим справляетесь. В выходные чаще всего в этом парке не протолкнуться, поэтому мне больше всего нравится приходить сюда именно в будние дни, когда народу не так много. Долго поспать нам не удалось. Кое-кто уже там шуршит вовсю. Вот, так что пойду, наверное, сейчас встану, пойду еще пару кругов наверну, чтобы все-таки она поспала. Мне очень нравится, что за парками в Аргентине следят, поэтому территория всегда выглядит достаточно ухоженно. Еще я готовлюсь к самому прикольному. Я выбрала этот способ в плане того, чтобы научить ребенка жевать кусочки. Вот, так что посмотрим, когда исполнится 6 месяцев, посмотрим, как это будет происходить. Еще она почему-то в последнее время разлюбила, мне кажется, соски. Она, то есть, не с такой любовью, наверное, хочет вообще, в принципе, ну, с пустышкой находиться. Вот, очень часто, особенно когда я использую ее на сон, она ее вообще выдергивает, начинает с ней прямо вот ее болтать в руке. В общем, у нее какое-то идет сопротивление. То есть, в принципе, она хочет соску, мне кажется, потому что она с ней, ну, как бы она ее успокаивает, она с ней неплохо засыпает. Но в то же время, не знаю, как будто ее как-то все это раздражает, она ее выдергивает. В общем, такая как бы любовь, не любовь в одном флаконе. Очень чудно, на самом деле. Но я стараюсь тоже, как бы, когда я пытаюсь ее усыпить, дать ей соску, пытаться подержать немножко руки, чтобы они как раз не добирались до соски, чтобы она смогла уснуть. Сейчас у нас, кстати говоря, почему-то исключение из правил. Она как раз, пока я сидела немножко на лавке, проснулась и никак не может уснуть, сама из-за этого тоже расстраивается. Вот. Так что, блин, наш сон на улице, походу, сегодня не сложился. Но надеюсь, что, может быть, сейчас на обратном пути, когда пойду в сторону дома, она все-таки уснет. Глазки красные, хочет уснуть, но пока что-то никак. Вроде засыпает, даже с соской. Посмотрим, уснет или нет, но сейчас я ее старалась укачивать как раз в коляске, она никак не засыпала. Притормозила, вот вроде засыпает, посмотрим сейчас. Так я думаю, что я посижу с ней спокойно, она поспит как раз. Я взяла с собой термос, вот, надеялась, что я наслажусь чаечком здесь, но походу не судьба. Очень прикольно такое в всех этих кустах спрятаны на листочке, вот эти вот засохшие. Смотрите, какая прелесть. Я тут нашла Мафальду. Прям какой-то такой небольшой квест. Найди Мафальду. Вот здесь такая мозаика как раз. И Мафальда. Хотела себе под кофе взять чашку.
В общем, вроде вот это ничего. Потому что я обычно вижу как раз вот какие-нибудь такие, но у них не закрывается как раз крышка нормально. А здесь она как раз получается закрыта, так что ничего не прольется, но при этом удобно будет как раз брать с собой. Не знаю, как выбрать вот эту или все-таки вот эту. Стоимость 270 рублей. Нашла вообще третий вариант, возьму его. Мне кажется, он как раз самое то. Пока добралась до кассы, все-таки передумала и взяла вот эту вот чашку. Мне кажется, она лучше все-таки. Потому что там такой немного некачественная печать, а здесь вроде все идеально. Кстати, киндеры стоят 200 рублей одна штука. Да, вроде довольный. А выглядит так несчастно. Да, так несчастно. Зойс. Мы пошли как раз прогуляться немножко, вот, и у меня есть возможность вообще, в принципе, быть одной, наконец-то. И я хочу сейчас сделать еще маску. В общем, у меня такой день немножко для себя, и я, наконец-то, могу еще сделать некоторые вещи, которые давно откладывала, немножко поработать с айпадом, в общем, какие-то такие вещи посидеть. Вот, но не так много времени, на самом деле, я вот успела пока что помыться. Еще чуть доделывала какие-то домашние дела, но в любом случае это так прикольно ощущать, невероятно просто, когда ты находишься на самом деле без ребенка, ну как бы не в минус, конечно, малышки, потому что я ее все равно очень люблю, и моменты с ней мне в радость, но когда ты прям вот нон-стоп, конечно, и все вот эти и крики, и плач, и веселые моменты, как бы все это, конечно, ну, в любом случае, это очень насыщает, в принципе, задний, хочется немножко хотя бы вздохнуть, передохнуть, мне кажется, ну, наверное, каждая мама может меня понять, вот, в общем, радуюсь этим мгновением. Сейчас чуть-чуть как раз сделаю маску, хотя бы капелюшку себя порадую, вот. Так, у меня вот такая вот масочка, написано, что у нас какой-то центеллы, если честно, вот, наверное, вот это растение с центеллой, я еще такую не пробовала, в общем, взяла как раз тоже попробовать. Вот сейчас ее себе и сделаю, собственно. Вообще, если честно, последний раз, наверное, делала себе тканевую маску во время беременности. Вот, потому что была какая-то возможность немножко как-то сосредоточиться на себе, перезагрузиться. А сейчас я как-то вообще мало что, если честно, успеваю помимо ребенка, помимо каких-то бытовых, в общем, дел. Поэтому как же круто. Чуть-чуть времени для себя. Я не жду от этой маски чего-то такого сверхъестественного, просто хотя бы немножко увлажнение, вот, питание, в общем, как-то так. Кто мой веселый малыш? Кто эта счастливая булочка, да? Ух ты ж, какая счастливая, да? Счастливая. Где же булочка? Где же булочка? Где спряталась? Где булочка? Где булочка? Вот она, моя булочка, да? Вот она, моя булочка. Что ж, у этого ребенка новая фишка. Ей очень нравятся ноги, да? Любит возиться с чужими ногами. Да, что там такого? Что такого в моей ноге, скажи мне? У тебя столько игрушек, но ты предпочитаешь ногу. О, да, уже вторую нашла. Отлично. Я уже давненько купила здесь вот такие вот наклейки. Сейчас хочу как раз их налепить на стену, чтобы создать какую-то такую детскую немножко атмосферу милую. Вот, поэтому сейчас буду, в общем, пробовать как-то их расположить. Вроде бы получилось достаточно симпатично, по крайней мере, мне нравится, что здесь вот какой-то такой есть уголок с животными, и вот мои овечки тоже как раз смотрятся вроде как миленькая на фоне всего этого. И часть, где у нас расположена как такая пеленальная зона, я тоже вот налепила, наверное, это коала или мишка, наверное, все-таки коала. Вот мне кажется, что тоже создает такую милую детскую атмосферу. В общем, получилось как-то вот так вот, мне лично нравится. Лежит, короче говоря, вот такой вот звездой. И еще что-то пытается болтать. Да? О, потягуши, потягуши. Как она аккуратно книжечку трогает, да? Как аккуратно, как нежно пальчиками. А я тут нарядила мою булочку, и мы отправляемся в очередной раз на прогулку. Вот так что сейчас будем собираться и пойдем. Чтобы добраться до нужной точки, мы воспользуемся метро. Сегодня почему-то здесь достаточно пустынно, никого нет, поэтому мы очень быстро как раз доехали до нужного места. Первый раз пользуемся метро лифтом. Обычно они сломаны, почему-то не работают, вот, так что это наш первый
лифт с выходом на улицу. Да. Приехали мы в Пуэрто-Мадейро и как раз здесь собираемся сегодня гулять, наслаждаться приятным днем. Сегодня просто шикарнейшая погода, солнышко, 19 градусов, достаточно тепло. Я постоянно ходила сейчас в такой более теплой куртке, и поэтому очень непривычно одеваться полегче, но так кайфово. Иногда бывает сложно найти спуск. Вот сейчас, например, здесь чисто лестница, спуска нет. Поэтому мы своими силами пытаемся это сделать. Как-то так, да, заяц? Мой сладкий. Пушка открыта, нужно будет закрыть. Я очень люблю набережные, поэтому оказаться здесь для разнообразия мне очень нравится. А мы сегодня решили приехать в Пуэрто-Мадейро и немножко прогуляться. Давненько здесь не были. Наверное, еще во время только беременности. Поэтому сейчас немножко по-новому, в общем, взглянем. И булочку я нарядила вот так вот. Ей нужно поспать, правда, опять, но она что-то как-то не ложится. Вот мост женщины. Сейчас как раз его пересечу. Данный корабль – это музей. Мы еще в прошлый раз, когда здесь гуляли, хотели его посетить, но как-то у нас не сложилось. И вот до сих пор мы так еще там не были. Нужно будет как-нибудь обязательно исправить. Вот, ну а пока мы просто сегодня гуляем по набережной, наслаждаемся погодой, поэтому, в общем, такой у нас нет какого-то определенного плана прогулки. Но я очень надеюсь, что наше отличное настроение вам тоже немножко передастся. Еще сегодня очень красивое небо с такими нежными облаками. В этой части много граффити, я как-то в прошлый раз их совершенно не заметила, а такая красота. Надеюсь, что мне удастся передать атмосферу. Здесь неподалеку возле воды находится экологический заповедник, и вот мы потихоньку как раз движемся в его сторону, чтобы и там немножко прогуляться. Не будем заходить прямо вот вглубь, но немножко прогуляемся, потому что хочется оказаться как-то среди природы, послушать звуки птиц, шорохи, запахи, в общем, как-то так немножко перезагрузиться. В Буэнос-Айресе у парков есть свой график работы, поэтому обязательно с ним сверяйтесь, потому что парк может оказаться закрыт. Но нам сегодня повезло, ничто не смогло нарушить наших планов, поэтому мы с удовольствием прогулялись как раз еще и по экологическому заповеднику. Малышка за это время успела неплохо так поспать. Я надеюсь, что она проснется и будет счастливой, что она выспится. Вот, поэтому как-то так. Мы еще в прошлый раз заметили, что лагуны здесь обросли какими-то такими интересными водорослями, и вот до сих пор они все равно здесь прорастают. В общем, интересно смотрится. Ну а нагулявшись, мы двинулись в сторону дома уже пешочком, чтобы как раз еще догулять то, что не успели, и насладиться немножко прогулкой по городу. Кое-кто все еще сладенько спит. Проснувшись, Эми не хотела находиться в коляске, поэтому мы взяли ее на руки, и так она, конечно, менее капризная становится. Вот ей нравится смотреть все по сторонам. Вот она получает от этого удовольствие. Ну и нам, конечно, в радости ей показывать мир, но не всегда это бывает легко, особенно когда тащишь ее на руках долго. Ну а Буэнос-Айрес вечером тоже не менее красив. Загораются огни фонарей, в окнах загорается свет, и все тоже преображается, становится достаточно ярким, симпатичным. Ну а мы за время прогулки, естественно, проголодались и зашли вот в такой вот ресторанчик, чтобы как раз отужинать. Я взяла себе ризотто, муж заказал стейк, и еще мы решили попробовать провалетту. Еще ни разу как раз ее не пробовали, будем сейчас как раз дегустировать. Малышка пока увлечена в коляске, но не уверена, что ее хватит надолго. Мы заказали провалетту, но ни разу, в общем, еще не успели попробовать. Вот это, так что это будет первый кусочек. Провалетту на Париж. Вообще очень люблю сыр, вкусный. Он такой обжаристый. Прикольно.
Ну а я надеюсь, что вам понравился данный влог. Увидимся в следующем видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока-пока!